Привет всем, с вами Катерина и наша еженедельная рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск. Русская девушка в повестке дня. Новый проект Юсуфа Чима. Алина Боз о русском и турецком детстве. Югёкче Бахадыр – тяжелая форма коронавируса. Gökhan Alkan – день рождения или подготовка к свадьбе. Ужасная ошибка Кинана Имирзоглу. Счастливое событие. Еще одна пара женится. Почему Чалара Элтурула называют государственным изменником? Акена Кунюзю, моя девушка, подвергалась нападениям. Правда, почему Ханде Эрчел и Керем Бурсин не пришли на Pantene Golden Butterfly Awards? Джан Яман не просто актер, а бренд. Обо всем об этом и не только в нашей любимой рубрике «Чего по звездам?». Погнали! Наш список документов, необходимых для того, чтобы приехать в Турцию, а я еще раз напомню о необходимости получения хэс-кода. Что такое хэс-код, где он пригодится и как его получить, я более подробно рассказываю вот в этом видео. В Сакаре начался сбор урожая шпината, фаворита осени, богатого витаминами и йодом. Многие фермеры шпината в последние годы страдали из-за жалоб на отравление. В этом году они снова не очень счастливы. Все из-за цены. В настоящее время шпинат продается на поле по цене 1000 лир за акр. Если учесть ситуацию с долларом, это, конечно же, копейки. В шпинате много витаминов, особенно витаминов на основе железа. Шпинат является неотъемлемой частью нашей турецкой кухни. Шпинат, который мы выращиваем в нашем регионе, в основном едет в Стамбул, Байрам-Паша и Кадыкёй. Говорили также, что на шпинат жаловались с признаками отравления, но такого быть не может. Люди не должны в это верить. Ребят, напишите, пожалуйста, шпината вообще можно отравиться? Это же ведь трава. Дальнобойщик Самет Айлдыс привлек к себе внимание своим питомцем. Ничего особенного в этом животного нет, это обыкновенный котенок. Вот только живет он с ним не в доме, а в его машине. Каждый день проезжая сотни километров. Я увидел, что впереди идущая машина что-то выкинула из окна. Мне стало интересно, что же это такое. Я остановился и увидел, что это был совсем крохотный котенок. Я его забрал и отвез к ветеринару. Котенок был настолько маленький, что его приходилось кормить из пипетки. С тех пор прошло уже 3 месяца. Он оправился и стал моим компаньоном. Котенок любит наблюдать за дорогой в окно. Иногда он лежит у меня на коленях, а иногда под ногами. Мы спим вместе. Я его очень люблю. Я не стану давать ему имени, так как это будет означать, что я его хозяин. Но я очень хочу найти ему нормальный дом. Самая старая аптека Стамбула возрастом 119 лет. Ени Мода Фармаси стала свидетелем основания республики, последних дней Османской империи, но несмотря ни на что продолжает лечить своих пациентов в районе Кадыкёй. Эта старинная аптека похожа на музей своим экстерьером, мебелью и музыкой внутри. Вы найдете много бутылочек с датой производства 1902 года. Самая важная особенность, которая отличает Ени Босна Фармаси от других аптек, заключается в том, что они по-прежнему могут производить лекарства по рецепту, вместо того, чтобы покупать и продавать все лекарства в готовом виде. По словам аптекаря, а также по совместительству директора аптеки, аптека – это не торговля, а искусство. Раньше большинство лекарств производилось прямо внутри аптеки, по формуле вашего лечащего врача. Аптекарские фармацевты изготавливали лекарства. После 1950 года в бизнес вошли фабричные лекарства. Эта индустрия фактически уничтожена. Врачи более не пишут формулы лекарств. Мне 90 лет. Мой отец, я и мой сын – все выпускники фармацевтического факультета Стамбульского университета. Мы по-прежнему можем изготавливать все лекарства сами. У меня нет договора ни с одной компанией. Я даже не принимаю кредитные карты в своем магазине. Я хочу сохранить аптеку такой, какая она была в первозданном виде в 1902 году. В Турции началась зима. В многих регионах выпало рекордное количество снега для данного сезона. И если в регионе Карс горожане очень рады снегу и играют в снежки, то жители других провинций, у которых термометры опустились ниже 25 градусов, не рады такому зимнему счастью. Напомню, что люди здесь абсолютно не готовы к зиме. У них нет зимних шин, и самая теплая одежда – это осенняя. Но слава богу, что практически в каждом доме есть газовое отопление. Утром 10 декабря жители района Кадыкёй, Стамбул, увидели ужасающую картину. После шторма 10 декабря гигантские волны, которые обрушились на побережье Джидабастан, были кроваво-красного цвета. Все из-за водорослей. Команды городских служб оперативно начали работу по очистке водорослей.
Русская любительница горячительных напитков. Сейчас все повествование пойдет исключительно со слов турецких СМИ. Как мило ее называют, русская девушка-алкоголичка устроила полицейским группам тяжелые испытания. Согласно полученной информации, инцидент произошел в Анталии. 39-летняя Ольга Д., россиянка, распивала алкоголь в арендованной ею машине и вне ее. Позже Ольга Д. начала движение на своей машине по бульвару Ак-Денис и не подчинилась предупреждению полиции об остановке. После непродолжительной погони автомобиль Ольги Д. был остановлен в переулке. Ольга Д., которая стала хуже при выполнении полицейских указаний, заперлась в автомобиле. Она негативно реагировала на слова полиции, которая не могла убедить ее выйти из авто. Ситуацию смог разрешить только хозяин проката автомобилей. Прибывший на место хозяин машины открыл дверь запасным ключом. Ольга говорила, что отдаст планшет в обмен на забыть ситуацию. Эх, прям родину от этой статьи вспомнила. Если вы приехали в Стамбул, предлагаю вам приглядеться к стенам. Очень часто в старой части города, на солнечной стороне османских старинных построек, можно увидеть лепнину в виде домиков, дворцов и даже мечетей с балконами, башнями и балюстрадами. Это так называемые птичьи особняки. И они абсолютно точно отображают культуру Османской империи. В 15 столетии сам султан Мехмед II издал указ, что при строительстве дома на солнечной стороне также нужно строить дома для птиц. Поэтому самым старым птичьим особнякам уже практически около 500 лет. Такие домики являются не просто подобием наших скворечников. Они действительно построены как дома для птиц. Внутри есть отдельные комнаты, где птицы могут спать, балкончики, столовая кормушка и жердочки, на которых птицы могут сидеть и любоваться городом. Такие домики очень часто можно встретить в районе Ускудар, Таксиме, а также Фатихе. В Османской империи была легенда о том, что птицы в ваш судный день души будут свидетелями о ваших добрых делах на земле. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Не устану благодарить каждого из вас, кто подписывается на канал, ставит лайки, а также комментирует видео. Вы моя самая большая награда. Ради вас я и стараюсь. А для моих новых зрителей я бы хотела напомнить о том, что в рубрике «Чего новости?», а также «Чего по звездам» отображаются мнения турецких СМИ, а также турецких граждан, а не мое личное. Помню про вашу просьбу рассказать про актера Юсуфа Чима. Вот появилась информация и сразу же рассказываю. Юсуф будет сниматься в новом цифровом проекте. По сообщению проверенного источника, достигнута договоренность с Юсуфом Чином об участии в сериале «Мечты и жизни». Телесериал будет транслироваться на телеканале Beyen Connect, и о нем я уже рассказывала вот в этом выпуске. В сериале примут участие такие актрисы, как Özge Gürel, Melisa Aslı Pamuk, Aybüke Pusat, Özge Özgar, Serkay Tutuncu, Ekin Merdoymaz, ну и, конечно же, Юсуф Чин. Сериал пока еще даже не начал сниматься, буду держать вас в курсе событий. Сериал с Ханде Doğандemir «Скрывая нашу маму» встретился со своими зрителями. Первая серия показала себя неудачно в телевизионных рейтингах, однако показала отличный результат в социальных сетях. Я очень радуюсь за Ханде. После всего, что ей пришлось пережить в этом году, она взяла себя в руки и снова вернулась на съемочную площадку. И при этом выглядит великолепно. Рекламный ролик с участием сестер Сорал потряс социальные сети. Рекламно-многопользовательской онлайн-игры Free Fire по мотивам известного испанского сериала «La Casa de Papel», в которой снялись Бенсу Сорал и Ханде Сорал, восхитил всех поклонников актрис. Многие писали о том, что Бенсу и Ханде так хорошо сыграли в рекламе, что с легкостью могли бы присоединиться к актерскому составу сериала «La Casa de Papel». Сериал «Правосудие» планомерно подходит к концу. Пусть он не получил золотой статуэтки Pantene Golden Butterfly Awards, тем не менее зрители сериала «Правосудие» говорят о том, что «Правосудие» с легкостью бы мог взять статуэтку как лучший сериал в этом сезоне. Главные актеры сериала Кан Урганджиолу и Пынар Дениз завоевали сердца миллионов зрителей. Пынар Дениз, которая восхищает своей естественной красотой, снялась для декабрьско-январского номера журнала «Эль Туркия». Сериал «Азиз» удивляет. В нем снялась жена Мурата Иман Элбани. Зрители сериала «Азиз» увидят Имам впервые в 7-й серии. Сериал «Азиз» станет первым турецким сериалом, в котором будет участвовать Имам. Хотя ее роль на экране уже вызывает большое любопытство, поклонники пары
очень обрадовались этой новости. Мурат и Иман поженились в 2016 году. Иман Илбани родом из Марокко. Она была выбрана королевой на конкурсе красоты в Марокко, в котором она участвовала в 2008 году. Получив образование в Лондоне, Иман снялась во многих сериалах и рекламных проектах. На съемочной площадке сразу 2 сериалов «Все о браке», а также «Запретный плод» вспыхнул очаг коронавируса. И если сериал «Запретный плод» продолжил съемки, отправив заболевших людей на карантин, и это никак не отразилось на выходе новых серий сериала, то сериал «Все о браке» решено было приостановить на какое-то время. На следующей неделе, увы, новой серии зрители не увидят. Как сообщают СМИ, одна из героинь сериала Гёкче Бахадыр заразилась коронавирусом и ушла на домашний карантин. Актер Онур Акай рассказал некоторые подробности о здоровье Гёкче. По словам Онура, у Гёкче тяжелая форма коронавируса. Онур Акай раскритиковал участие актрисы на церемонии вручения награды Golden Butterfly Awards. 7 декабря у Гёкче был повторный тест, но она узнала, что у нее положительный тест на коронавирус еще 5 декабря. Но тем не менее пошла на церемонию, зная, что у нее коронавирус. Не знаю, насколько это правда. Могла ли Гёкче Бахадыр осознанно идти на церемонию, зная, что у нее коронавирус, не использовать при этом маску и подвергать опасности жизни других людей? Непонятно. Сразу 2 актера на этой неделе отметили свое день рождения. 8 декабря Гёкхан Алкан, который играет в «Сердечной ране», отметил свое 34-летие. Его поздравили коллеги и поклонники со всех стран. Когда Гёкхан вернулся в Стамбул, его ждала вечеринка, организованная его невестой Нерсин Джавадзаде. Платье Нерсин как будто говорит нам о том, что они репетируют предстоящую свадьбу. Вторая именинница этой недели – Бёрджу Узберг. 11 декабря актрисе исполнилось 32 года. Актриса Фахрие Евджен на этой неделе дала интервью. Она сказала, что встретилась со своими друзьями и рано ушла, чтобы не оставлять своего сына Карана надолго. Фахрие сказала о том, что в сериале все идет хорошо. Альп Арслан продолжает оставаться первым сериалом в рейтингах понедельника и получает очень хорошие оценки во всех категориях. Мы также благодарим публику каждую неделю. Отзывы очень хорошие. Такая поддержка помогает в нашей работе. Также Фахрие сказала о том, что работа в исторической постановке отличается от ее предыдущих ролей. Мы должны прилагать постоянные усилия из-за меча и лошади. Однако, поскольку мы привыкли к такому темпу, не могу сказать, что это утомительно. Для меня это приятно и красиво. А также Фахрие сказала о том, что 2021 год был не самым лучшим для нее. Он был тяжелым из-за пандемии, но я счастлива, потому что наша семья здорова. На следующий день семья Узчиитов была замечена в полном составе. Каран растет на глазах. Очень улыбчивый и приветливый малыш. Одна из моих любимейших новостей на сегодня. Все почему? Потому что не только я делаю ошибки. Один из самых высокооплачиваемых актеров Турции Кинан Имирзалиоğlu уже долгое время является ведущим программы «Кто хочет стать миллионером». На этой неделе он допустил огромную большую ошибку. Он похоронил живого певца Арифа Шентурка. Ариф Шентур, который все еще жив, сказал, что слова Кинана оказали на него очень плохое влияние. Рассказал о том, что он испытал в эту ночь. Я лежал вот так вот вечером и смотрел «Кто хочет стать миллионером». Когда я увидел текст своей песни, я был взволнован, угадает ли участник вопрос. Я ждал. Молодой человек не знал ответа. Тогда Кинан сказал «покойный певец». И мне стало в этот момент очень плохо. Кинан принес свои извинения за ошибку. Это была беда, дезинформация в моей голове. Я поговорил с Арифом и извинился. Дай бог долгих лет жизни. Это была ужасная ошибка с моей стороны. Все-таки подтвердились слухи о том, что Кинан Имирзалиоğlu скоро станет папой второй раз. Синем Кобаль на 3-м месяце беременности, точно так же, как и жена Кыванча Татлыту, Башак Дезир. Молодого папу можно поздравить с таким чудесным событием. Денис Джан Акташ опубликовал на этой неделе первый трейлер к фильму «Ракетный клуб Бандерма», в котором он снимается с Алиной Босс. Кстати, кто не знал, Алина Босс наполовину русская. Алина Босс родилась у русской матери и турецкого отца. Алина некоторое время жила в России, а затем продолжила образование в Турции. Давая интервью, Алина сказала, что у нее было счастливое детство. Я имею в виду 2 своего детства. Одно в России, а другое в Турции. Их обоих объединяет то, что они проходили на улице.
В России мы часто жили у бабушки в деревне. Мы долго переезжали. У меня есть двоюродный брат. Он мой единственный друг из России. Мы играли с ним на улицах. Сами создавали игры. У меня было очень творческое детство. Когда мы переехали в Турцию, в Стамбул, в район Аваджилар, сначала у меня были проблемы с общением, потому что я не знала языка. Конечно, были и насмешки, но со временем я со всеми подружилась. До полуночи мы ездили на велосипедах по улице. Я была социальным ребенком. Мои мать и отец всегда поощряли это. Но вернемся к фильму «Ракетный клуб Бандерма». Фильм основан, как говорят, на реальных событиях. Группа старшеклассников в Бандерме под влиянием запуска спутника «1 в космос» в 1950-х годах решила создать ракетный клуб. Эти молодые люди поставили себе цель – запустить ракету в космос. Все будет не так легко, но лишь совместными усилиями ребята смогут воплотить свою мечту в жизнь. Поклонники Алины Босс и Дениза Джана Акташа ждут показа фильма, который планируют выйти в кинотеатры уже весной 2022 года. Не так много турецких звезд встречаются с иностранцами. Именно поэтому все интернациональные отношения приковывают к себе особое внимание. Дилан Чичек Денис, который встречается с ирландским режиссером реклам Тором Севарсоном, на этой неделе получила заветное предложение руки и сердца от своего любимого. Дилан Чичек, давая интервью, сказала, что очень счастлива, но предложение для нее было большим сюрпризом. На вопросы о дате свадьбы актриса сказала, что они скоро начнут подготовку, но пока еще ничего не известно. Репортеры подарили Тору Назар камень от сглаза. Тор его принял и поблагодарил репортеров. Еще один актер, который счастливо встречается с иностранкой, это Акын Акынүзу, который удивил всех на этой неделе своими фотографиями со школьных лет. Не знаю, было ли вам известно или нет, пожалуйста, напишите мне в комментариях, но для меня это стало сюрпризом. Акын Акынүзу в школьные годы был довольно-таки увесистым молодым человеком. Также Акын Акынүзу на этой неделе дал интервью Хакану Генсе из газеты «Хюриет». Акын откровенно заявил о своих отношениях с Сандрой Пастемалджиан, с которой он встречается уже на протяжении 5 лет. Из-за моей предыдущей работы мне пришлось оставаться в Мардине почти 3 года. Я могу сказать, что и отсутствие, и быстрые перемены в моей жизни стали серьезным испытанием для наших отношений. На том этапе, которого мы достигли гораздо более крепких и значимых отношений, поскольку мы смогли преодолеть весь этот процесс, поддерживая друг друга. Акыну задали вопрос: вы молоды и красивы, у вас очень много поклонниц. Неужели вы никогда не хотели воспользоваться своим положением? На что Акын ответил: с точки зрения нашей работы мы пытаемся заставить людей поверить в любовь, которую они видят на экране. Мы добиваемся успеха до такой степени, что зрителям кажется, будто эта любовь настоящая. Из-за этого Сандру иногда воспринимали как врага, разрушающую ту реальность, которую люди видели на экране. Также она подвергалась нападениям со стороны поклонников сериала «Ветреный». Из-за большой любви ко мне и уважения к моей работе она проявила зрелость, чтобы противостоять всему этому. Мой долг – знать цену такому партнеру и заботиться о ней. У Кадира Даулу на этой неделе взяли интервью и спрашивали в основном про отношения с Неслихан Атагюль. Сколько наград она получила? Одна из них стала новостью. Я не говорю так, потому что она моя жена. Она действительно талантливая, и мне она также нравится как актриса. Не подтвердил слухи о том, что он ревновал свою жену. Когда репортеры его спросили снова о серии «Тюрк» и о постоянных сплетнях, которые ходят вокруг их семьи, он сказал: «Я хочу пожелать тем людям, которые не перестают про нас собирать всякие сплетни, чтобы у них все тоже было хорошо. Всевозможные горести и депрессии, которые есть у этих людей, должны уйти в самое прекрасное и светлое». Чалар Элтурул, государственный изменник, именно так начали отзываться о актере некоторые люди в социальных сетях. Но почему? Сейчас объясню. Как всем известно, Чалар Элтурул – большой шутник. И на вручении премии Pantene Golden Butterfly Awards он с не очень удачной шуткой вызвал бурную реакцию поклонников. Тамера Карадаи. Чалар Элтурул упомянул о событии, которое произошло между Нихал Ялчин и Тамером Карадаи на церемонии вручения награды 58-го кинофестиваля «Золотой апельсин» в Анталии, которая вызвала напряженность во всей стране. Нилах Ялчин взяла статуэтку «Лучшая актриса года». Позади нее стоял Тамер. В какой-то момент актрисе показалось, что Тамер сказал ей «заткнись». Когда Чалар Элтурул брал свою награду, он произнес свою речь, обернулся и сказал: «Мне кажется, или кто-то говорит мне там заткнись». И тут понеслось. Тамер хоть и сказал, что никаких обид на Чалара не имеет,
И никак не обижен его шуткой, тем не менее, поклонники Тамера устроили Чалару настоящую взбучку на этой неделе. Мехмед Озанданулай, который в последний раз снимался в телесериале «Гость», на премии Golden Butterfly Awards пришел не один, а со своей возлюбленной Пеленай Егит. Похоже, здесь дело тоже движется к свадьбе. Мне кажется, я знаю, почему пара Ханде Эрчел и Керем Бурсин не пришли на вручение премии Pantene Golden Butterfly Awards. Это исключительно мои догадки, но уж очень они похожи на правду. Пусть Ханде Эрчел и давая вот это мини-интервью сказала о том, что ее и Керема не было в городе, именно по этой причине они не пришли. Однако правда кроется абсолютно в другом. Также Ханде на этом интервью сказала о том, что она всегда поддержит Керема. Что же это значит, объясню чуть позже. После церемонии в Турции случился очень большой скандал. Pantene выступил спонсором мероприятия, которое состоялось 5 декабря. Напомню, что 5 декабря – это день, когда женщины получили избирательное право и вообще, в принципе, право голоса. Именно поэтому эта дата очень сильно важна. Самая почетная и большая награда досталась певцу Ибрагиму Татлысесу. Ну и что, причем здесь Ибрагим Татлысес, это награда и Ханде Эрчел, и Керем Бурсин. А здесь все дело в том, что Ибрагим является очень противоречивой персоной. Неоднократно в своих интервью он говорил о том, что женщину можно бить для того, чтобы она знала, что ей нужно молчать. Он также физически и морально издевался над всеми своими женами и девушками. Он заставлял делать их аборты и не единожды их избивал, в том числе беременную жену. Сейчас против компании Pantene и Procter & Gamble активно выступают женщины-активисты. И не только они, а в принципе все женщины Турции. Керем, который так активно борется за женские права, а также за гендерное равенство, попросту не мог себе позволить присутствовать на церемонии, на которой главную награду отдали вот этому недомужчине. А Ханде Эрчел так и сказала, что она всегда и во всем поддержит Керема. Буквально через несколько дней Керем Бурсин стал первым послом кампании за гендерное равенство He for She, организованной при поддержке ООН UN Women's Unit. Мои друзья вокруг меня знают, что рядом со мной нельзя шутить сексистскими шутками. Как мужчины мы должны идти рука об руку с женщинами на пути к гендерному равенству. Мы должны избавиться от сексистских ролей, таких как «ты мужчина, тебе нельзя плакать» или «ты женщина, не работай». Мы должны объединиться ради равного и справедливого будущего. Мы часто забываем, что гендерное неравенство влияет не только на женщин, но и на мужчин. Я говорю о систематическом эффекте. Мы живем в мире, которым веками правила такая система. Поэтому неравенство становится законом. И мы забываем подвергать это хоть малейшему сомнению. Новости. Джана Ямана. Стала известна дата выхода сериала «Виола Кома Ильмары. Фиолетовый как море». Она назначена на 5 марта на итальянском телеканале D. Как только я узнаю информацию про то, будет ли переведен сериал на другие языки или нет, обязательно расскажу в своих следующих выпусках. Также Джан Яман в рамках презентационного тура парфюма Джан Яман Мания посетил торговый центр Коэн в Риме. Как всегда, Джана ждали тысячи фанатов. По мне, Джан не просто актер. Джан – это уже целый бренд. Кстати, в 2020 году Джан заявлял о том, что он устал от актерской деятельности и хотел бы заняться своей профессией – юристом. Мне кажется, Джан сейчас поменял страну, это ему пошло на пользу, и он снова рад своей профессии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати, у меня есть Инстаграм. Кто хочет познакомиться со мной поближе, подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании. Комментируйте это видео. Я с большим нетерпением жду ваших комментариев, и для меня это действительно самая большая награда. Увидимся с вами уже очень скоро, на следующей неделе, слава богу, уже в нормальных условиях. А сейчас хорошего вам дня!